Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня интересная работа. Капюшон, платок, палантин, платок для храма. То есть я начала вязать капюшон, начала вязать палантин, потом сшила его и еще надвязала шарфик или палантин. Тут уже как у кого что получится. Можно завязывать, можно просто носить на голове. Это будет интересно. Петли Соломона, мой любимый узор. Сделала еще вязочку. Предлагаю посмотреть. Не забудьте подписаться на Яндекс.Зен, Рутюб, Телеграм-канал. У меня вот такая пряжа. Пехорка успешная, хлопок. Из хлопка, мне так кажется, получается именно вот летние хорошие платки. Предлагаю связать платок в храм петлями Соломона. Петли Соломона такого у нас плана. Крючок у меня номер 2, хлопок, ниточка тоненькая. И вяжем в петлю, вытягиваем на полсантиметра петельку, может чуть даже больше. Внутрь петли заводим крючок и вместе провязываем. Еще разочек. Вытянули петлю, накид проводим в центр петли, между петлей и ниточкой заводим крючок, провязываем 2 петли вместе. Наша задача набрать петель Соломона так, чтобы хватило на объем головы, да? Мы будем сшивать. Я предлагаю связать просто палантин, а потом сшить, чтобы у нас получился капюшон с палантином. Вот такие петли набираем, небольшие. Ниточка тоненькая, большие будут некрасиво смотреться. Примерно сколько? Я думаю, что полсантиметра, наверное, сантиметр все-таки. Если по размеру. Попробуйте повязать. Самое главное, да, чтобы они были все одного размера. И четное количество нам нужно набрать петель. Вот такая у меня получилась цепочка первоначальная. Набрала 22 петли Соломона. Вот. Обязательно нужно, чтобы они делились на 2. Теперь что делаем? Вяжем. Нам нужно повернуть. Для этого мы провязываем 1 и 2. 2 петли Соломона. 2 петли Соломона. Отступаем 1 и провязываем соединительный столбик. У нас должен получиться вот такой треугольничек. В одном ряду у нас будет треугольничек, в другом ряду у нас будет просто 2 петли Соломона. Провязываем 1, 2, пропускаем внизу 2 петли, провязываем соединительный столбик. Вот треугольничек, и теперь ромб. Весь ряд провязываем по 2 петли Соломона. 1, 2. И соединяем через 2 петли. 1, 2. По центру. Вот такие ромбики должны получиться. Подходим к концу ряда. Последний ромбик довязываем. У нас должна остаться 1 петля Соломона в самом конце. Вот она. Вяжем. Смотрите, как завершение делаем. 1 петлю Соломона и 1 ложную петлю Соломона. Что такое ложная петля? В самое начало вытягиваем петлю и провязываем таким вот образом. Вот. У нас получаются ромбики и треугольничек. Теперь
следующий ряд мы вяжем просто 2 петли соломона. 1, 2. Поворачиваем вязание, пропускаем внизу 2 столбика, 2 петли соломона и соединяем. То есть у нас должен получиться ромб. Чередование будет. В одном ряду мы провязываем просто 2 петли соломона, а во втором ряду мы начинаем с треугольничка. Вот в следующий раз мы начинаем, в следующем ряду мы начинаем раз вязать, 2 петли соединяем в центр ромбика, а уже потом вяжем по 2 ромбика. Чередуем первый ряд и второй. Я провязала вот такой палантин. Получилось в ширину у меня где-то 25-26 сантиметров, а в длину 1,20 м. Достаточно длина, я думаю, можно уже сформировать капюшон. Вот я так выделила маркером, померила по голове. Получилось, если в сантиметрах, высота 22-23 сантиметра. Как вот мы шапочку опять обычно вяжем, 22 сантиметра. Поставила маркер. И теперь я хочу одну сторону соединить. Вот. Шарфик останется с одной стороны. И потом, когда я соединю, я буду довязывать шарфик с другой стороны. У меня осталось где-то чуть больше, вернее, чуть меньше половины пряжи. Вот. Можно просто сшить. Я сложила 23 сантиметра вот у меня. И со стороны затылка на спинке, да, я предлагаю просто сшить. Сначала хотела петлями соломона соединить, как-то не особо у меня получается. Равное количество посчитали. Количество чего? Петелек, вот сдвоенных петелек посчитали. И просто-напросто, я так думаю, что столбиками без накида или полустолбиками нужно будет их связать крючком. То есть чисто интуитивно между столбиками пробираемся. Нужно будет провязать туда и обратно, чтобы мы вернулись к этому маркеру и продолжили вязание нашего шарфика. То есть мы подхватываем и ту сторону, и первую, и вторую, и прошиваем. Тут уже надо пробовать, да? Но я думаю, что столбик без накида, он смотрится хорошо. Мы потом вязание вывернем, и у нас будет просто такой небольшой шовчик. Не думаю, что он будет как-то сильно заметен. Вот такой шовчик у меня получился. Теперь в обратную сторону разворачиваемся и просто по нашим уже столбикам, соединительным столбиком, чтобы не делать шов еще раз, просто вот таким образом возвращаемся к началу нашего шва. Дошли до маркера. Одну половинку вот у нас шарфика мы отставляем в сторону, а ту половинку, которая вот у нас есть, мы ее просто-напросто также и довязываем, как бы мы и вязали дальше. То есть тут у нас 2 петли соломона идут. Можно связать полностью всю длину шарфика, а потом взять отдельно ниточку и сшить. Вот. Первый у нас идет треугольничком, потом 2 петли соломона. Можно связать просто шарфик или палантин, потом сложить и прошить капюшон. Можно вот так по ходу движения. Мы связали какую-то часть, я прошила. Естественно, это будет изнаночная сторона, мы ее потом вывернем, и у нас будет готовый капюшон вместе с шарфиком, который будет удобно носить. Получился у меня вот такой капюшон. На голове он хорошо достаточно смотрится. Довязала вторую часть я шарфа палантина. Больше я длину наращивать не хочу. Я хочу сделать обвязку. Обвязка, вот смотрите, вот получается вот мой шарфик. Вот. Вот. То есть обвязываем вот так полностью по всему периметру шарфа. Хочу сделать обвязку. Каким образом? Разворачиваем вязание к себе. Бочок это у нас. Вот получается сам шарфик, бочок. Вот.
Я хочу обвязать, не знаю, как это будет смотреться еще, я просто, это у меня мои думки такие. Петля соломона. Помните, да, мы обвязывали через 2 петли, присоединялись. Вот, через 2 петли. Точно так мы и будем действовать. Одну петлю соломона провязали, теперь я думаю связать 1, 2, 3, 4. Я пока мысли вслух. Столбик с 2 накидами 1, столбик с 2 накидами 2. А может, надо и с одним накидом просто-напросто. 1, 2, 3, 4. И петлю соломона провязали. То есть у нас вот такая шишечка получилась. Мы отступаем 2 петли соломона, присоединяемся между, вытягиваем, вяжем петельку. Вот. Как вы думаете, если вот так вот обвязать, мне кажется, симпатично будет. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли, в центр 2 столбика с 2 накидами. Формируем такую вот шишечку и вяжем 1, 2, 3, 4 в обратную сторону. Вот. У нас получается вот такая вот пипочка. Предлагаю обвязать все, полностью весь периметр со всех сторон и даже с этой стороны, как это будет у нас смотреться. Обвязала я все. Вот так вот у меня получилось по всему периметру. Вот здесь, где лицо. Вот так вот получилось. И сам шарфик тоже смотрится очень хорошо. Расход пряжи получилось грамм 70 всего-навсего на такой хороший капюшончик. Его можно не только в храм, его можно просто летом носить, когда жара страшная, голову прикрывать. Вот. Такой вот у меня получился интересный капюшон из палантина или платок в храм. Надеюсь, вам идея понравилась. Вязать петли соломона очень интересно, увлекательно. Обязательно попробуйте. Это очень здорово. И всегда красиво получается. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, телеграм-канал Рутюб. Видео выходит почти через день, а иногда и каждый день. До новых встреч, до следующих видео мастер-классов. Жду всех на Яндекс.Дзен.